1917 году на раскопках карьера в Сибири рабочие обнаружили металлические рельсы, спрятанные внутри валуна. Рельсы, покрытые коррозией и ржавчиной, выглядели старыми и необычными. Рабочие, не зная, что делать с находкой, сразу же позвонили в Институт археологии. Специалисты прибыли на место в тот же день и начали анализировать артефакт. Рельсы имели длину около 5 футов и были изогнутыми, с характерными для железных конструкций выступами. Первоначальные наблюдения показали, что они были изготовлены из металла, похожего на железо, но с высоким содержанием углерода, что указывало на древние технологии по его обработке. После первого осмотра археологи решили, что рельсы, вероятно, были частью какого-то транспортного пути, который существовал в прошлом. Для извлечения рельсов из валуна команда использовала специальные инструменты. Каждое движение было осторожным, чтобы не повредить находку. В процессе работы археологи заметили, что валун имел странные трещины, как будто металл повлиял на его структуру. После нескольких часов напряженной работы рельсы были извлечены и помещены в защитные контейнеры для дальнейшего изучения. Исследования продолжились в лаборатории. Первые анализы подтвердили, что рельсы были изготовлены не позже, чем в XVII веке до нашей эры. Специалисты начали проводить тесты на радиоуглеродное датирование, чтобы уточнить возраст находки. Для этого образцы металла были отправлены в несколько лабораторий по всему миру. Результаты показывали, что рельсы могли быть частью сложной транспортной системы, существовавшей в древности. Вскоре новость о находке распространилась по местным и международным СМИ. Журналисты задавались вопросами о том, как эти рельсы могли оказаться в Сибири. Некоторые теории связывали находку с возможной высокоразвитой цивилизацией, существовавшей до появления известных исторических народов. Местные жители начали рассказывать легенды о великих путешественниках, которые могли оставить эти рельсы на значительном расстоянии от известных торговых путей. Археологи стали свидетелями роста интереса со стороны туристов и исследователей. Ученые и любители древностей стремились посетить карьер, где была сделана находка. Обсуждения о происхождении рельсов становились все более активными. Некоторые исследователи начали разрабатывать свои версии, не исключая, что рельсы могли быть частью системы, связанной с древними миграциями людей. Каждый новый факт о рельсах поднимал еще больше вопросов. Археологи изучали окружающую местность, надеясь найти другие артефакты, которые могли бы объяснить, как и почему эти рельсы оказались в валунах. Вопрос оставался открытым. Как они связаны с историей человечества и какие тайны скрывает их происхождение? Рабочие продолжили раскопки в карьере, когда наткнулись на необычную геологическую структуру. Обнаженные слои земли показали следы древних вулканических процессов. В этом месте находились останки различных минералов, включая следы окаменелых организмов. Увидев это, археологи начали более углубленное изучение местности и обратились к местным жителям, чтобы выяснить, что они знают об этом районе. Местные жители рассказали об удивительных структурах, оставленных людьми из прошлого. Один из их рассказов касался затерянной цивилизации, которая использовала природные источники для создания сложной транспортной сети. Эти предания вызвали интерес у археологов, которые решили продолжить исследования. В один из дней рабочие обнаружили валун с металлическими фрагментами, которые оказались частью более крупной конструкции. Фрагменты соединялись между собой, образуя подобие колеи. Это открытие спровоцировало активные обсуждения среди археологов. Они начали выдвигать гипотезы о том, что рельсы могли использоваться для перевозки тяжелых грузов. Исследования привели к необходимости создания детальной карты местности. Археологи начали собирать данные и строить трехмерные модели предполагаемых маршрутов транспортной сети. Эти модели показали, что рельсы были связаны с карьером и другими близлежащими территориями. В некоторых местах также находились следы древних руин, что усилило интерес к дальнейшему расследованию. Данные о находках начали поступать в исследовательские учреждения по всему миру. Преподаватели и студенты университетов заинтересовались возможностью участия в изучении этой загадочной структуры. Группы исследователей начали приезжать в Сибирь, собирая новые артефакты и информацию о регионе. Каждый день приносил новые открытия, а количество артефактов постоянно росло. Возле карьера появились стенды с информацией о находках. Организаторы экскурсий привлекали внимание местных жителей и туристов, объясняя, как эти находки могут изменить представление о древних цивилизациях.
Местные жители начали гордиться своей историей, и интерес к раскопкам стал частью их культурной жизни. Научные дебаты о происхождении рельсов становились все более активными. Ученые обсуждали возможность того, что конструкции использовались для сложных транспортных систем. Некоторые исследователи выдвинули предположение о том, что рельсы могли быть частью системы для транспортировки магматических материалов, в то время как другие считали, что это были рельсы для передвижения по сложным маршрутам, где традиционные транспортные средства не могли использоваться. Однако ни одно из предположений не объясняло, как рельсы оказались в валунах в отдаленном и труднодоступном месте. В один из ранних осенних дней, когда рабочие продолжали исследования в карьере, они наткнулись на новые находки. При раскопках одного из слоев земли они обнаружили странные артефакты — каменные инструменты, покрытые слоем земли, и остатки окаменелых животных. Эти находки привлекли внимание археологов, так как они указывали на наличие древней цивилизации, обитавшей в этом регионе. Одним из наиболее интересных артефактов стал каменный нож размером около 6 дюймов, с характерными для эпохи неолита отметинами. Рабочие с осторожностью извлекли его из земли и передали археологам. Эксперт по каменной технологии, который осмотрел нож, отметил его высокое качество обработки. Он предположил, что это может быть доказательством существования высокоразвитых навыков обработки камня у древних обитателей региона. Не дождавшись завершения раскопок, команда археологов решила продолжить исследования в этом слое. Они начали использовать специальные инструменты для более тщательного извлечения артефактов, чтобы не повредить их. Вскоре рабочие обнаружили еще несколько каменных орудий, включая молот и скребок, которые также были в отличном состоянии. С каждым новым артефактом стало очевидно, что данная местность была когда-то населена. Археологи начали выдвигать гипотезы о том, как эта территория могла служить домом для древних людей. Им удалось установить, что рядом с карьером находилась река, что могло обеспечить жителей водой и пищей. Эти условия способствовали развитию поселений. Процесс раскопок привлек внимание местной прессы. Журналисты начали писать статьи о находках, что способствовало росту интереса у широкой публики. Местные жители стали приходить в карьер, чтобы увидеть артефакты и обсудить их значение. На некоторых экскурсиях археологи делились своими открытиями и теорией о том, как находки могут изменить восприятие истории региона. Вскоре археологическая команда заметила, что в окрестностях карьера присутствуют другие структуры, которые могли быть частью древних поселений. Они начали систематизировать данные и планировать дальнейшие раскопки в этих областях. Были найдены остатки стен и фундаменты, что только усилило гипотезу о том, что здесь когда-то существовала обширная цивилизация. Анализы находок, проведенные в лабораториях, подтвердили, что артефакты имеют возраст более 6000 лет. Это открытие стало настоящей сенсацией для научного сообщества. В результате некоторые исследователи начали рассматривать эту территорию как потенциальное место для более масштабных раскопок, которые могли бы пролить свет на жизни древних людей. На фоне этих событий археологи начали собирать данные о климатических условиях, которые могли повлиять на жизнь людей в этом регионе. Сравнение с другими известными находками показало, что климат был более теплым, что способствовало развитию сельского хозяйства и скотоводства. Каждый новый шаг в исследованиях открывал новые горизонты, а находки продолжали поднимать вопросы о прошлом, о том, какие тайны еще могут скрываться под землей. Вопросы о том, как древние культуры взаимодействовали друг с другом, становились все более актуальными. Вокруг раскопок нарастал интерес, и археологи оставались полными решимости разгадать загадки, которые хранила Земля. На фоне новых находок в карьере археологи стали углубленно исследовать металлические конструкции, извлеченные ранее. К исследованию подключили специалистов по металловедению, чтобы получить точные данные о составе и характеристиках материала. Первые анализы показали, что металл содержал редкие примеси, не характерные для известных эпох, что указывало на возможность сложной технологии производства. Во время дальнейшего изучения местности археологи обнаружили рядом с рельсами следы других металлических артефактов. Это были фрагменты конструкций, напоминающие детали механизмов, которые могли объяснить, как использовались металлические элементы. Исследователи начали сопоставлять найденные остатки с известными образцами из других регионов, но ни один из них не подходил по размеру и технологии. Разногласия в археологической команде нарастали.
Одни ученые утверждали, что рельсы принадлежали цивилизации с примитивными транспортными средствами, другие же настаивали на более продвинутой технологической системе, способной перемещать значительные массы грузов. Конфликт обострился, когда местные жители начали делиться своими легендами о древних технологиях, добавляя свои версии о происхождении найденных объектов. Во время очередной проверки местности один из археологов наткнулся на глубокую трещину в земле, рядом с рельсами. Внутри трещины виднелись остатки старинного механизма, покрытого ржавчиной. Это открытие вызвало волну возбуждения среди исследователей. Они начали извлекать детали, обнаружив элементы, указывающие на сложную конструкцию, которая могла быть мостовым устройством или системой для перемещения тяжелых грузов. Обсуждения о находках стали более напряженными. Некоторые члены команды предположили, что рельсы могли быть частью древней транспортной системы с рычажными механизмами. Однако оставался вопрос, как такая система могла существовать в изоляции, не оставив явных следов в истории. Постепенно недовольство в археологической команде росло. Группа, скептически относящаяся к высокоразвитым технологиям, выражала опасения, что их работа может быть подорвана ложными предположениями. Они предлагали сосредоточиться на более реалистичных археологических контекстах, игнорируя гипотезы о неизвестных цивилизациях. Местные жители, узнав о находке механизма, активно обсуждали легенды о высоких технологиях. Некоторые считали, что это может быть доказательством существования необычайно развитой цивилизации. Местные эксперты начали предлагать различные теории, что лишь усиливало конфликты среди ученых. Каждое новое открытие увеличивало загадку. Металлические конструкции и механизмы оставались без четкого объяснения их назначения и происхождения. Археологи продолжали исследовать, надеясь найти улики, которые могли бы пролить свет на тайну, вызвавшую такие разногласия. Настало время, когда каждый новый факт мог изменить представление о древней истории региона и его жителях, создавая все более напряженную атмосферу вокруг раскопок. В процессе анализа находок археологи начали обсуждать методы датировки металлических конструкций. Первоначально они решили использовать радиоуглеродное датирование, но металл не поддавался стандартным методам из-за своего уникального состава, который отличался от привычных для археологов образцов. Тогда команда обратилась к методу термолюминесценции, который мог предоставить информацию о времени последнего нагрева металла. Исследователи тщательно собирали образцы с поверхности рельсов и близлежащих железных фрагментов. Во время работы один из археологов заметил на одном из фрагментов следы плавления, что указывало на высокую температуру, при которой он был изготовлен или использован. Это открытие вызвало вопросы о технологии, применяемой для создания металлических артефактов. Среди местных жителей начались разговоры о том, что археологи могут скрывать информацию о возрасте рельсов. Некоторые утверждали, что знают более древние легенды о их создании, и предлагали свои версии. Это привело к напряженности между исследователями и местными жителями. Несколько человек начали собирать подписи для обращения к властям с просьбой остановить раскопки до более тщательного расследования. Тем временем в лабораториях пришли результаты тестов с образцами. Анализ показал, что рельсы, вероятно, были изготовлены около 8000 лет назад. Это открытие шокировало исследователей, ставя под сомнение существующие представления о развитии технологий региона. Несмотря на сенсационные результаты, среди археологов возникли разногласия. Некоторые утверждали, что такие старые артефакты не могли быть частью древних транспортных систем из-за недостатка сведений о высоких технологиях того времени. Другие настаивали на том, что это может быть свидетельством существования более развитой цивилизации. Споры перерастали в горячие обсуждения, порой доходя до конфликтов. Интерес местных жителей к раскопкам продолжал расти. Группы людей организовывали экскурсии, чтобы увидеть находки и послушать рассказы археологов. Это привлекло внимание СМИ, которые начали публиковать материалы о раскопках, подогревая слухи о таинственных рельсах. На фоне растущего давления с обеих сторон археологи решили провести открытое заседание, на котором каждый мог высказать свою точку зрения. Это собрание привлекло множество людей, включая местных жителей, ученых и журналистов. В процессе обсуждения атмосфера накалилась, когда стороны начали обмениваться обвинениями. Каждое новое открытие и каждое обсуждение лишь увеличивали напряжение. Вопрос о возрасте металлических конструкций, их предназначении и возможной связи с древними цивилизациями оставался открытым.
Археологи были полны решимости продолжать исследования, но давление со стороны общественности и местных жителей возрастало. Их работа могла изменить представление о древней истории региона, но конфликт становился все более непредсказуемым, угрожая разрушить все, к чему они стремились. Археологи продолжили свои исследования, стремясь прояснить тайну металлических конструкций. Вскоре они решили провести дополнительные раскопки в тех местах, где ранее были найдены следы других артефактов. И на этот раз они использовали более современные методы, включая георадар и магнитометрию. И эти технологии позволили команде более точно определить, где могут находиться скрытые артефакты, не подвергая Землю дополнительным разрушениям. Во время использования георадара команда обнаружила несколько аномалий под поверхностью, которые указывали на наличие крупных металлических объектов. Рабочие начали расчистку этих участков, и вскоре они наткнулись на еще одну группу рельсов. Эти рельсы отличались от предыдущих, они были длиннее и имели более сложную конструкцию с необычными впадинами и выступами. Ученые начали выдвигать гипотезы о том, что эти новые рельсы могли быть частью более сложной транспортной системы, способной перемещать не только грузы, но и людей. На фоне этих находок вновь вспыхнули споры между археологами. Одни утверждали, что новые рельсы должны были быть частью системы, которая использовалась для перемещения по труднопроходимым местностям, в то время как другие настаивали на том, что они относились к совершенно другой эпохе. Напряжение нарастало, когда ученые начали открыто критиковать друг друга на научных конференциях и в статьях. Тем временем местные жители продолжали проявлять интерес к раскопкам, собираясь в группах, чтобы обсудить последние новости. Некоторые из них начали организовывать митинги, требуя от археологов большей прозрачности и открытости в вопросах возрастов и назначений находок. Они утверждали, что археологи скрывают важную информацию, которая могла бы изменить представление о прошлом региона. В один из дней, когда команда археологов проводила очередные раскопки, местные жители устроили акцию протеста, требуя остановить работы до тех пор, пока не будет проведено независимое расследование. Это вызвало замешательство среди археологов, и они оказались под давлением. С одной стороны, необходимость продолжать исследования, с другой — требования местных жителей и растущее недовольство. В ответ на протесты археологи решили организовать совместное заседание с местными активистами. На этой встрече они представили результаты своих исследований, включая данные о новых находках и методах датировки. Однако дискуссия быстро переросла в обвинения. Местные жители утверждали, что археологи недостаточно тщательно исследуют все артефакты и что они игнорируют важные аспекты местной истории. Чтобы успокоить страсти, археологи предложили сделать открытые экскурсии по раскопкам, чтобы местные жители могли увидеть находки своими глазами и задать вопросы. Эта инициатива, казалось, улучшила атмосферу, однако напряжение оставалось. Исследователи знали, что каждое новое открытие может как влить оптимизм в их работу, так и еще больше обострить конфликты. В лаборатории пришли результаты дополнительных анализов, которые показали, что новые металлические конструкции также имеют возраст около 8000 лет. Это открытие снова вызвало бурные обсуждения. Некоторые ученые начали нервничать, так как это опровергало их теории о примитивных технологиях древних культур. Ситуация становилась все более запутанной, и каждый новый факт углублял конфликт между разными сторонами, обостряя напряжение вокруг раскопок. После открытия новых рельсов и получения результатов анализов, обсуждение их происхождения стало более активным. Археологи начали выдвигать различные версии. Одни считали, что металлические конструкции были частью древней транспортной сети, служившей для перемещения ресурсов между поселениями. Другие утверждали, что рельсы использовались в процессе добычи и обработки полезных ископаемых. Внутри команды археологов возникли разногласия, когда один из старших исследователей предложил теорию о ритуальном предназначении рельсов. Он объяснял, что их сложная конструкция могла свидетельствовать о том, что они использовались в церемониях с перемещением священных предметов. Эта гипотеза вызвала недовольство у коллег, которые считали ее абсурдной. Местные жители активно обсуждали находки. В одной из деревень началась настоящая дискуссия о древних мифах, связанных с рельсами. Некоторые рассказывали о могущественном народе, который строил технологии для общения с богами. Легенды обрастали новыми деталями, и в них появилась идея о том, что рельсы могли быть частью пути, по которому боги спускались на землю.
На археологическом форуме один из молодых ученых представил новую теорию, согласно которой рельсы могли быть частью системы, используемой для эвакуации людей во время природных катастроф. Он утверждал, что древние культуры использовали эти конструкции для быстрого перемещения людей и ресурсов в безопасные места. Эта версия вызвала противоречивые реакции. Другие исследователи указывали на недостаток доказательств. Конфликты между археологами обострялись. Некоторые называли коллег, выдвигающих альтернативные версии, недостаточно прогрессивными. Это приводило к напряженности на научных конференциях, где порой доходило до открытых ссор. Несмотря на это, ни одна версия не могла стать окончательной без дополнительных доказательств. Местные жители продолжали следить за спорами ученых. Их интерес к раскопкам не угасал, и вскоре они организовали собрание, на котором собирали мнения о рельсах. Это событие привлекло внимание СМИ, и журналисты начали освещать конфликты между археологами и местными активистами, создавая обстановку напряжения. Собрание прошло в конструктивной атмосфере. Участники обсуждали необходимость учитывать все версии происхождения рельсов. В результате был выработан план совместной работы местных жителей и археологов, направленный на исследование тайн, которые хранит Земля. Однако на горизонте замаячила новая угроза. Слухи о возможном уничтожении некоторых рельсов, если не будет найдено согласованное решение, начали распространяться. Напряжение нарастало, и время шло. Каждый день мог стать последним шансом разгадать загадку древних металлических конструкций. На фоне нарастающего напряжения в регионе местные жители продолжали делиться своими легендами о рельсах. В одной из деревень пожилая женщина, известная своими рассказами, поведала о древнем народе, который строил металлические конструкции для связи своих поселений с небесами. Она утверждала, что рельсы были не просто транспортными путями, а путями, по которым могли спускаться боги для общения с людьми. По ее словам, жрецы использовали их в ритуалах, обеспечивающих благополучие и удачу. Эти легенды обрастали деталями. Группа местных активистов решила провести специальный ритуал в честь древних богов и организовала сбор средств для этого события. Они пригласили археологов, надеясь, что участие ученых придаст мероприятию дополнительный вес. В ходе подготовки к ритуалу активисты начали собирать артефакты, которые, по их мнению, могли быть связаны с рельсами. Археологи также продолжали работу, их исследования подтверждали сложную структуру рельсов, подходящую для различных применений. Однажды, проводя раскопки вблизи рельсов, команда обнаружила медный амулет с изображением древнего божества. Этот артефакт был найден неподалеку от рельсов и стал поводом для новых обсуждений о возможной связи между ритуалами и металлическими конструкциями. Собрание местных жителей и археологов, посвященное ритуалу, состоялось в назначенный день. Люди заполнили площадь, атмосфера была насыщена ожиданием. Пожилая женщина вновь рассказала легенду о спускающихся богах, и участники, вдохновленные ее словами, приступили к процессу. Археологи наблюдали, как энергия взаимодействия людей и истории создает вокруг них необычную атмосферу. Вдруг один из археологов, изучая амулет, заметил, что на нем выгравированы символы, похожие на те, что встречались на рельсах. Этот момент стал переломным. Случившееся вызвало всплеск эмоций среди присутствующих. Местные жители начали спорить о значении этого открытия. Некоторые считали, что это подтверждает связь между рельсами и ритуалами, в то время как другие утверждали, что это просто совпадение. Археологи, полные уверенности, начали выдвигать гипотезы о том, что рельсы действительно использовались в ритуальных целях, как часть сложной системы взаимодействия с божественным. Обсуждения продолжались до глубокой ночи. Напряжение нарастало, и на площади возникла настоящая борьба мнений. Каждый хотел, чтобы его версия стала доминирующей. Наконец, после долгих дебатов, стало очевидно, что это открытие могло стать ключом к пониманию не только рельсов, но и всей истории региона. В то время как участники обсуждали, как использовать это открытие, на горизонте замаячил новый вызов. Угрозы о возможном уничтожении рельсов, если не будет найдено согласие, становились все более реальными. Каждый понимал, что время истекает, и решение должно быть найдено прежде, чем древние конструкции исчезнут навсегда. Все осознали, что история, которую они пытались разгадать, была не только о прошлом, но и о будущем, которое они могли создать вместе. Атмосфера вокруг раскопок накалялась. Местные жители и археологи продолжали обсуждать последние находки, и напряжение достигло предела. Научные дискуссии становились все более бурными.
Археологи, возмущенные альтернативными версиями, выдвинутыми местными жителями, встречались в лаборатории, где проводили дополнительные анализы рельсов и связанных с ними артефактов. Во время одного из заседаний один из исследователей, который более всех настаивал на ритуальном предназначении рельсов, представил результаты анализа. Они подтвердили наличие следов редких минералов, которые могли указывать на использование технологии, неизвестной в известных исторических периодах. Это открытие вызвало у коллег крайнее недоумение и даже агрессию. Некоторые начали указывать на недостаток данных, утверждая, что такие выводы не имеют под собой научной основы. Тем временем местные жители, узнав о новых данных, начали организовывать митинги, на которых требовали от археологов признания их мифов и легенд. Они утверждали, что рельсы являются не только артефактами, но и частью их культурного наследия. Эта активность привлекла внимание СМИ, и журналисты начали публиковать статьи о конфликте, подчеркивая, что научное сообщество не может игнорировать местные традиции. В один из дней, когда археологи проводили раскопки на одном из участков, они наткнулись на еще один артефакт — каменный диск с выгравированными символами, которые совпадали с рисунками на рельсах и амулете. Это открытие стало настоящей сенсацией. Археологи, собравшись на экстренное заседание, начали обсуждать, какое значение может иметь этот диск. Один из исследователей предположил, что на нем изображены ритуалы, связанные с почитанием богов, и что рельсы действительно могли быть частью системы, предназначенной для проведения этих ритуалов. Однако на это у коллег возникло множество возражений. Некоторые считали, что это всего лишь случайное совпадение, которое не может служить основанием для таких масштабных выводов. Споры переросли в открытую конфронтацию, и участники заседания начали кричать друг на друга, обвиняя в некомпетентности и недостаточной открытости к альтернативным версиям. На фоне этой напряженности местные жители организовали собрание, на котором обсуждали, как использовать открытие каменного диска в своих легендах. Вскоре узнали, что некоторые старейшины из соседних деревень тоже собираются участвовать в ритуале. Это событие могло стать объединяющим фактором между археологами и местными жителями. Археологи, понимая, что ситуация становится критической, решили предложить совместное мероприятие, на котором бы все стороны могли обсудить находки и их значение. Это предложение вызвало неоднозначные реакции, но в конце концов большинство согласилось прийти. На собрании каждый мог высказать свои мысли, и вскоре обсуждения переросли в конструктивные дебаты. Местные жители начали делиться своими мифами и легендами, а археологи, в свою очередь, пытались объяснить свои научные открытия. Наконец, на фоне общего стремления к пониманию было достигнуто соглашение. На основе всех находок, включая рельсы, амулеты и каменный диск, археологи предложили создать совместный проект для изучения взаимодействия древних людей с природой и божественным. Это решение стало кульминацией напряженных обсуждений, и в этот момент все поняли, что только вместе они смогут разгадать тайну, которая связывает их прошлое с будущим. После достижения соглашения между археологами и местными жителями началась новая глава в исследовании рельсов и связанных с ними артефактов. Объединив научный подход и местные легенды, они создали уникальный проект. Археологи и местные жители начали совместные раскопки, открывая новые участки и исследуя взаимодействие древних технологий с культурными традициями. Первым шагом стало формирование исследовательской группы, состоящей из ученых, историков и местных активистов. Они систематизировали все находки, включая рельсы, медный амулет и каменный диск, разрабатывая планы для дальнейших раскопок. Новые данные показывали, что рельсы действительно могли быть частью системы, использовавшейся для ритуальных действий, что подтверждало местные легенды о божественном взаимодействии. Параллельно с раскопками местные жители начали проводить ритуалы, посвященные древним богам. Эти события привлекли внимание туристов и ученых со всего мира, став культурным феноменом, который способствовал популяризации региона как места, где пересекаются наука и мифология. Местные жители гордились своим наследием и активно делились знаниями о предках, что способствовало восстановлению утраченных традиций и созданию новых культурных инициатив. Научные публикации о находках и совместной работе начали появляться в международных журналах. Ученые отмечали, что сотрудничество с местными жителями обогатило исследования, привнеся элементы, которые ранее оставались вне поля зрения.
Это стало открытием для научного сообщества, продемонстрировав важность учета местных знаний в археологии. С каждым новым открытием раскопки приносили все больше информации о древних цивилизациях, которые когда-то жили в этом регионе. Данные о рельсах и артефактах освещали сложные социальные структуры, существовавшие тысячи лет назад. Исследования подтверждали, что древние культуры обладали более развитыми технологиями, чем считалось ранее, что изменило восприятие истории региона. В результате находка рельсов стала не только ключом к пониманию древних технологий, но и символом единства между наукой и культурой. Исследовательская группа стала образцом для других проектов по всему миру, где местные сообщества и ученые работают вместе, чтобы разгадать тайны прошлого. Эта история оставила след в памяти всех участников. Местные жители обрели новую идентичность, а ученые — новые горизонты для исследований. Научное сообщество начало активно пересматривать свои подходы к изучению истории, осознавая, что понимание прошлого невозможно без учета культурного контекста. Раскопки в этом регионе стали символом того, как единство и сотрудничество могут привести к раскрытию глубоких тайн, связывающих людей разных эпох и культур. Каждый новый день в карьере стал шагом к будущему, где наука и культура движутся в одном направлении, обогащая друг друга.